Прежние писательницы приучили нас ухмыляться при виде женщины, берущейся за перо. Но Аполлон сжалился над нами и послал нам Тэффи, не женщину-писательницу, а писателя большого, крупного и самобытного. Так отзывался Саша Черный о Надежде Лохвицкой, которая родилась в 1872 году и провела свое детство вот здесь, на улице Чайковского. Дебютировав в 23 года, она очень быстро становится популярной. Ее величают королевой русского юмора. В ее честь названы шоколадные конфеты и духи. И даже сам Николай II на вопрос о том, кого из писателей вы хотели бы видеть на церемонии в честь 300-летия дома Романовых, ответил только Тэффи и больше никого. В чем секрет ее популярности? Ведь до нее уже явился в русской литературе Чехов, а рядом с ней Саша Черный и Аркадий Аверченко. Наверное, в том, что для Тэффи смех есть радость. Она делает небольшие зарисовки, некие фотографические снимки, и на них мы узнаем самих себя, свои человеческие пороки и слабости, и мы смеемся над ними. Но это не обидный смех, это не гоголевский смех сквозь слезы, это смех вместо слез. У Тэффи есть рассказ, который называется «Когда рак свистнет». Его герой Петя Животыркин, узнав значение этого известного фразеологизма, решает вывести такую особь рака, которая наконец-то научится свистеть. И тем самым даст возможность реализовать всему человечеству, исполнить свои желания. Он посвящает этому всю свою жизнь, которой не хватает, передает дело потомкам, и вот, о чудо, наконец-то такая особь рака выведена. И 25 декабря, накануне Рождества, все люди собираются на площади, чтобы услышать этот волшебный звук. И рак свистит. Но вдруг происходит что-то неожиданное и непредвиденное. Какой-то высокий толстый полковник вдруг стал как-то странно надуваться, точно шар. Он весь разбух, слился в продолговатый шар, вот затрещало пальто, треснул шов на спине. И словно радуясь, что преодолел неприятное препятствие, полковник звонко лопнул и разлетелся брызгами во все стороны. Толпа шарахнулась. Многие, взвизгнув, бросились бежать. Бледный солдатик, криво улыбаясь трясущимися губами, почесал за ухом и махнул рукой: «Вяжи, ребята, мой грех. Это я ему пожелал, чтоб те лопнуть». Потом какая-то женщина, завертевшись юлой, провалилась под землю. Две бабы подавились своими собственными языками. В общем, наши человеческие желания начали сбываться. И человечество семимильными шагами шло к своей гибели и погибло бы, если бы рак от перенапряжения не сдох. Его похоронили с почестями, на могильной плите написали: «Не просыпайся». Вот даже в этом маленьком рассказе мы с вами видим, что с одной стороны есть желание высмеять наши маленькие человеческие слабости и пороки, но с другой стороны Тэффи никого не поучает и делает это с такой теплотой и милосердием, что нам не обидно. Наверное, именно поэтому жанр ее рассказов – лирическая сатира. В рассказах Тэффи создает большое количество разных типажей. Это и мелкий чиновник, и журналист, и служанка, и солдат, и кухарка, и взрослые, и дети. И все они создают образ человеческой комедии. И, конечно же, Тэффи не обошла вниманием и тему маленького человека, уже традиционную для русской литературы. Герой ее рассказа репетитор Коля Факелов – гимназист. Ему очень нужны деньги на новый костюм. И он решает заработать их сам и устраивается в семью репетитором. Но в семье все заняты выращиванием гусей, и Колю эксплуатируют не как репетитора, а как посыльного, няньку и даже кухарку. Но Коля все терпит, ибо он надеется, что через 3 месяца, когда закончится срок договора, он получит свои 5 рублей и купит новый костюм. Но срок заканчивается, и Коля не только не получил ни копейки, но был выгнан из дома с позором и оскорблением. И тогда, вспомнив о своем человеческом достоинстве, Коля бросает в лицо хозяину следующие слова: «Вы невежа, вот вы кто. Прямо вам в глаза говорю, что вы невежа, дас». Он прищурил глаз, выпятил грудь, подбоченился и зашагал с достоинством вперед. «Дас, я еще с вами посчитаюсь». Как тут не вспомнить пушкинского Евгения с его криком «Ужо тебе!». Но горькая ирония этого рассказа состоит в том, что эти слова Коля кричит уже на улице, и их никто не слышит.
Душа его не могла подбочениться. Она тихо и горько плакала и понимала, что считаться ни с кем не придется, что его обидели и выгнали, и что ушел он окончательно, совсем ушел. Как тут не вспомнить чеховского Ваньку Жукова, чей крик о помощи так и не был никем услышан. События революции Тэфи переживает очень тяжело. «Мы смехом заглушим стенанием своим», напишет она. И она действительно пытается с помощью юмора смотреть на то, что происходит вокруг. Все дорожало с каждым днем. Как-то в магазине приказчик, заворачивая мне кусок сыра, трагически указал на него пальцем и сказал: «Вот смотрите, с каждой минутой дорожает». «Так заворачивайте его скорее», – попросила я. «Может быть, в бумаге он успокоится». Или вот еще. Из парикмахерской выскочила дама. «Безобразие! Жду 3 часа. Все парикмахерские битком набиты. Вы уже завелись?» «Нет», – отвечаю я растерянно. «Так о чем же вы думаете? Ведь большевики наступают, надо бежать. Что же вы так, нечесанные? И побежите». Но, к сожалению, юмор уже не спасает. Судя по книге воспоминаний, Тэфи не собиралась эмигрировать. Но увиденная утром струйка крови у ворот комиссариата, медленно ползущая струйка поперек тротуара, перерезывает дорогу жизни навсегда. Перешагнуть через нее нельзя. Идти дальше нельзя. Можно повернуться и бежать. И Тэфи уезжает в Париж, клятвенно обещая себе вернуться. К слову сказать, в Париже ее судьба складывается достаточно хорошо. Она по-прежнему популярна, ее рассказы печатаются в самых лучших журналах и газетах, ее пьесы идут на самых лучших сценах Парижа. Но юмор становится совершенно другой. Городок был русский, и протекала через него речка, которая называлась Сеной. Поэтому жители городка так и говорили: «Живем худо, как собаки на сене». В одном из первых выпусков «Эмигрантской газеты» был напечатан рассказ Тэфи, который назывался «Кёфер», что в переводе с французского «что делать?». Старый генерал, попадая в Париж, озирается по сторонам и видит витрины, праздничные огни, и он смотрит на это, разводя руками, говорит: «Все это хорошо, но кёфер, фер-то кё, что делать нам, русским, на этом празднике жизни, чужом празднике жизни?» Конечно, Тэфи проживет еще достаточно много лет. Она умрет в 1952 году и напишет много рассказов. Но эти рассказы будут совершенно другие. Это будет грустный и горький юмор. Анекдоты смешны, когда их рассказывают, а когда их переживают, это трагедия. И моя жизнь – это сплошной анекдот, то есть трагедия.